Здравствуйте, друзья! Командные соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 подошли к концу. Турнир, состоявший из 8 видов, завершался выступлениями спортивных и танцевальных пар, а также в женским одиночным катанием. Не сказать, что командное первенство складывалось для сборной России с первых же видов удачно. Неожиданное лидерство сборной США после первого дня соревнований не позволяло пойти тренерскому штабу российской команды на эксперименты. И хотя перед заключительными выступлениями сборная России вышла на уверенные лидирующие позиции, российское фигурное руководство так и не решилось отдохнуть первым номерам сборной. Первыми на льду появились спортивные пары с произвольной программой. Американцев, которые совсем недавно опережали сборную России, в турнирной таблице представляли чемпионы страны Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. В отличие от короткой программы, Алекса и Брэндон в этот раз провалили свои выступления. Вся программа была испещрена ошибками. Как итог, 128,97 балла от судей. Анастасия Мишина и Александр Галямов вышли на олимпийский лед предпоследними. В короткой программе наша пара заняла лишь второе место, пропустив вперед себя китайцев довольно спорным решением судей. Российские фигуристы с самого начала показали, что являются одними из главных претендентов на олимпийское золото. Однако под самый конец программы на предпоследней поддержке Александр не удержал и уронил Анастасию. Пытаясь спасти партнершу от травмы, Галямов сгруппировался и повредил руку. Падение выглядело очень опасным, в итоге фигуристы смогли закончить программу. После завершения проката Анастасия всем видом показывала, что с ней все в порядке, когда как Александр морщился от боли и держался за локоть. Надеюсь, что решение тренерского штаба не выпускать вторые номера сборной не аукнется нам в индивидуальных соревнованиях. Тем не менее, российская пара набрала 145,20 балла. Китайцы Чан Пен и Ян Цзинь закрывали выступления спортивных пар в командных соревнованиях. Как и все остальные фигуристы сегодня, фигуристы из Поднебесной не обошлись без ошибок. В итоге Пен и Цзинь заняли лишь третье место – 131,75 балла. Соревнование танцевальных пар, по сути, превратилось в пустую формальность. Хотя отрыва российской сборной от второго места было еще недостаточно для полной победы на турнире, однако стало понятно, что упустить победу в командном первенстве уже невозможно. Виктория Синицына и Никита Косолапов под музыку Рахманинова вышли на лед предпоследними. Российские фигуристы выступили прекрасно, практически не допустив ошибок и подтвердив очередной раз статус одной из сильнейших танцевальных пар мира – 128,17 балла. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс закрывали выступления танцевальных пар на командном турнире. Начав свой прокат довольно уверенно, ближе к середине программы фигуристы стали допускать ошибки. Тем не менее, судьи поставили американскую пару на первое место – 129,7 балла. Однако эта победа сборной США абсолютно никак не повлияла на то, что сборная России досрочно, еще до выхода девушек с произвольными программами, выиграла золотые медали Олимпийских игр в командных соревнованиях.